Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я буду готовить безумно вкусное, нежное, душистое и очень полезное блюдо, которое называется аджаб сандал. А польза аджаб сандала заключается в том, что овощи, которые входят в его состав, даже в проваренном виде, содержат необходимые нашему организму витамины и минералы, а антиоксиданты в проваренных помидорах становятся более биоактивными, чем в свежих. То есть, наслаждаясь аджаб сандалом, этим самым душистым летним обедом можно совместить полезное с приятным. Хочу отметить, что в разных странах аджаб сандал называют по-разному, ну, плюс-минус какие-то ингредиенты. Даже в некоторых регионах Азербайджана его называют не аджаб сандал, а хафтебеджар. Турки его называют имам байлды, где-то его называют сате, где-то рататуй. Во многих постсоветских странах оно просто овощное рагу. Но как бы его ни называли, аджаб сандал безумно вкусное, душистое и очень полезное блюдо. Этого у него не отнять. Аджаб сандал готовится из самых обычных ингредиентов, которые летом имеются в каждом холодильнике. Это достаточно бюджетный обед, а на его приготовление уходит совсем немного времени. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра! А пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления аджаб сандала, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Для приготовления аджаб сандала мне понадобятся баклажаны, репчатый лук, болгарский перец, чуть-чуть стручкового перца, помидоры, картошка, топленое масло, соль и зелень. Из зелени у меня сегодня только базилик. Еще классно, если добавить в аджаб сандал чуть-чуть кинзы и укропа. Но вчера я достаточно поздно пошла за зеленью, и пришлось удовольствоваться тем, что нашла. Итак, с лука снимаю кожуру и сразу закидываю его в воду. Так глаза чуть меньше горят и слезятся. Также снимаю кожуру с баклажан и картошки. Затем их тоже кладу в воду. Так они не чернеют. Друзья, конечно же, как всегда, перечень и количество всех ингредиентов оставлю под видео, но советую особо не зациклиться на этом. Ведь, допустим, кто-то безумно любит болгарский перец и его душистый аромат, а кто-то предпочитает, чтобы его едва было слышно в обеде. Так что насчет пропорций ингредиентов смотрите сами. Для того, чтобы с легкостью снимать кожуру с помидоров, бланширую их. Заливаю помидоры кипятком, оставляю в кипятке на пару минут и снимаю кожуру. Я даже не кладу их в холодную воду. Теперь начинаю резать овощи. Для аджаб сандала все овощи нарезаются достаточно крупно. Сначала нарезаю баклажаны, солю их и заливаю водой, для того, чтобы баклажаны пустили горечь. Честно говоря, я по инерции делаю эту трапезу. Но мне кажется, что в последнее время баклажаны не такие горькие, как раньше. Не знаю, почему так. Может, сорта какие-то пошли. Перец тоже, как вы видите, нарезаю достаточно крупно. Я нарезаю овощи крупно не потому, что мне лень, а потому что формат овощей в аджаб сандале такой. А вот зелень нарезаю достаточно мелко и откладываю в сторону. Лук нарезаю тонкими перышками, солю и тоже оставляю пока в сторонке.
Теперь все овощи слоями собираю в кастрюлю. Сначала кладу на донышко кастрюли топленое масло, затем лук. Крупно нарезаю помидоры и тут же накладываю их сверху лука. После накладываю один слой болгарского перца и несколько дольчиков стручкового горького перца. Самым последним нарезаю всю картошку и, соответственно, накладываю в кастрюлю. После выжимаю баклажаны и накладываю их сверху картошки. Затем остаток лука, помидор и перца. Насыпаю мелко нарезанный базилик, соль и ставлю кастрюлю с аджапсандалом на очень тихий огонь. Да, ни в коем случае нельзя ставить кастрюлю на большой огонь, иначе дно прихватит. В аджапсандале овощи варятся в собственном соку, то есть в него не добавляется вода. А если кастрюлю положить на большой огонь, то пока овощи пустят сок, дно прихватит. А наливать в аджапсандал воду тоже не вариант, иначе получится какой-то своеобразный овощной суп. Еще чуть не забыла. Желательно, чтобы дно кастрюли было с толстым дном, или же надо будет подложить под кастрюлю железо. По этой же причине не советую готовить аджапсандал в эмалированной кастрюле. Овощи пустили сок. Теперь можно чуть-чуть добавить огня и варить аджапсандал 20-30 минут. Прошли чуть больше 20 минут и вуаля! Очень полезное, вкусное, нежное, душистое, к тому же легкое в приготовлении и для приема пищи летнее блюдо аджапсандал, оно же имам байлды, сате, рататуй, овощное рагу, готово. При желании его можно подавать со сметаной или с катыком. Попробуйте приготовить аджапсандал для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Всем приятного аппетита! Друзья, я была рада поделиться своим рецептом, опытом и всеми тонкостями приготовления очень полезного и вкусного летнего блюда аджапсандал. Готовите ли вы аджапсандал? А как вы его называете и какие еще рецепты летних блюд интересны для вас? Пишите в комментариях. Я всегда открыта к общению. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!